Вот я подготовил слайд-шоу, которое относится именно к кемповской группе, к поисковым работам, в которых я участвовал, когда они погибли. И я хотел бы немножко по каждому из них сказать, что я, и что врезалось в мою жизнь. Так, как это я буду делать? Ну, сами переключите. А, Ну, сами переключите. давай дальше. Здесь просто один из кадров, где показаны поисковые работы, в том числе здесь есть и друзья, которые не погибли. Дайте следующий слайд. Как находим. Вот я показываю здесь палатка, которую обнаружили, когда погибла группа. Я был участником поисковых работ. Вот эта фотография, она опубликована у всех документах, во многих документах интернетов, которые имеют отношение к поисковым работам. А вот сейчас я покажу следующий слайд. Вот так это нигде в интернете вы не найдете эту фотографию. Эта фотография тоже, посмотрите, палатка была занесена снегом, суровым снегом. Никакой лавины, как некоторые считают, что там была лавина, не было. Вот этот кадр точно показывает, что не могло быть там лавины. И все эти разговоры, и многие авторы целые книги написали по лавине, которая их там угробила. Это бред какой-то. Я там был на поисковых работах и могу все это подробно сказать. Следующий слайд. Остались следы бятовцев, которые бежали из палатки. Вопрос вот в чем заключается. Что заставило их покинуть палатку? Потому что следы достоверно показывают, что было какое-то либо тепловое воздействие, или химическое воздействие, когда, допустим, азотно-окислительных фрагментов снег становится подтаявшим, и поэтому могут остаться такие следы. Дальше поехали. Вот палатка, которую они покинули, и разговоры идут. Потом было выяснено, что все разрезы были сделаны изнутри, то что-то их заставило именно поспешно покинуть эту палатку. Есть многие версии, я придерживаюсь только одной. Это техногенное воздействие, которое их заставило бежать, потому что другого объяснения я здесь не могу найти. Ну, я не буду долго останавливаться, Евгений Поликарпович руководил Масленников, руководил поисковыми работами, я как бы подчинялся и там на месте. Дальше поехали. Вот здесь, кстати, Владислав Горелова назад. Ага. Вот, по-моему, слева Слава говорит, да? Да. Вот. Да. Все, дальше поехали. Вот Карелин, а вот есть вот Чараков, Неволин, да. Да. Один Жудер, все разбились. Вот это монархия. А это все. Да. Дальше. Ну да, может, надо есть уголком в СБК. Дальше поедем. Вот мы жили годы в Латвии, везде. Честно, этот поиску работали. Так проходили поиски со щупами, потому что как-то обнаружили несколько человек на поверхности, и, конечно, сразу же убрали, а 4 не могли найти. И поэтому позвали альпинистов. И я попал в эту альпинистскую группу не потому, что я был альпинистом, а потому что я просто рыбался в походке, туда попал. У меня были знакомые альпинисты, они меня взяли с собой. Мы ходили вот с этими щупами, с нами участвовала бригада здесь и военных солдат, которые проходили эту территорию со щупами. Вот я это демонстрирую. Дальше поехали, если можно, листать. Да. А что случилось? Понятно? Ну, в общем, на поисковых работах там работа была и солдаты, и туристы. Мы ходили. У меня много слайдов по поводу поисковых работ со щупами, потому что иначе никакого объяснения не могу найти. Кстати, это именно привело к тому, что
думали, что они это попадаем в лавину. Потому что нет людей, и только лавина могла накрыть как бы. На самом деле они были в другом месте совершенно, потому что убежали далеко и потом искали значительно ближе. Вот как со щупами там проходили. Это тоже бригада поисковиков, и здесь и солдаты, и артиллеристы участвуют. Так, дальше пойдем. Вот как шли поисковую работу со щупами, пытались найти людей, которые погибли в то время. Тогда думали, что это лавина, и вот поэтому подловили. А их можно тогда со щупами найти. И эта версия была такой основной, как что была лавина. На самом деле это было техногенное воздействие, и я могу на эту тему спорить с людьми до крепоты, что это только техногенное воздействие могло заставить их бежать из палаты. Так, дальше. Вот тут находили останки, значит, на очень большой глубине. Дальше. Вот было даже и такие места со щупами там проходили и пытались найти погибших людей. Это было, скажем так, нелегкая работа. Так, дальше. Вот каждый день, да, я там 20 дней провел на поисковых работах. Каждый день мы, значит, вот через перевал выходили в зону поиска. Была погода и хорошая, была и плохая, суровая. Вот, а это уже кадры из последней. Я хочу показать вам кадры из нескольких походов с Игорем Дятловым и с другими участниками Тигоба, с Мустиком, Фоканом и так далее. Вот один из первых дней мы отправились уже в поход, и дальше вы попали в НАТО, дальше показываем. А вот что произошло на следующий день. Мы вошли только в 4 часа дня, неожиданно, совершенно, ну вот буквально за 20 минут был гигатермит и круг ураган. Вот ураган. Мы не можем поставить палатку, потому что невозможно в таких условиях, где нет ни леса, ничего, поставить каким-нибудь образом. Поэтому мы залезли просто в эту палатку, закинули туда рюкзаки, лыжи, все внутрь было. И своими делами мы ее... нет, да. А вот как раз именно Игорь Дятлов первый вылез уже на следующий день, и всю ночь это не случается, потому что было ураган. Вот он, дальше. Вот, что характерно на этой фотографии. Русский Слободин, участник этих поисковых работ, он был по специальности сварщик. На кафедре сварной работы. Вот вы не подумайте, попробуйте на простых ботинках идти в таком подъем. Невозможно. А он, вы даже не видите этих, мы видим собственные ножки на нас. Вот на ногах у нас вот слева я такой лежал. Идем вверх по тяжелому такому слону. Мы совершенно спокойно не задумываясь, потому что это только сделал и освободилась. Ну, несколько кадров из этого последнего похода с Игорем Дятловым. Значит, это вид победы на популярном Урале. Значит, это комментировано. Дятлов, когда я не сфотографировал, это с этого похода, вот эта фотография, она везде фигурирует. Это моя фотография, и я автор этой фотографии. Так, ну вот, настолько суровые условия, то есть, что нужно было, когда мы хотели подняться дело восхождения над вершин, кстати, как раз я провел, где там дров нет, и поэтому ходили за 10 километров, чтобы там дрова набрать на стоянке, потом не только Игорь Дятлов, да, кстати, идет Игорь Дятлов, но не только он, а все мы с такими языками, что ездят. Вот, кто знает эту вершину, скажите что-то сами. Кто знает эту вершину? Монорага. Монорага, правильно, Монорага, красавица Монорага. Да. Дальше поясню. Вот так оставили палатку, мы сейчас ее сворачивали, почему на лыжи ставили палатку, а потом вот так
снимали, и, конечно, она объединилась, и заворачивали, и шли дальше. Пошли потом. Вот так выглядела у нас обычная стоянка в долгом походе. Вот это Фаде Баглат, и как раз подобные все трагические события, которые начнем все на следующий год, когда там же 59 год, когда они погибли, а это 58 год. Там дальше. Это, кстати, я уже Игорь Беньковского, по-моему, и надо, значит, силы сильные. Так, Петр Иванович, а палатка именно та же вот? Вот по размеру. вот. Это одна там, да? Это именно та. Это та самая палатка. А на сколько человек она? Ну, вот у нас удалось 6 или 7 слов. Я сейчас могу переговорить. Так, ну вот, там, слушай, вот маленькое короткое сообщение. Но я хотел бы еще после каких-нибудь случаев, бывает безумность, рассказать про, во-первых, я вам сказал, мы делал, нам такие кошки, к сожалению, к большому сожалению, не сохранились, потому что они долго были у меня на даче, ну, просто их у нас дача была, а потом мы продали одну дачу, и я забыл оттуда взять. И когда я на следующий год вспомнил, что у меня тогда хранятся вот такие кошки, совершенно своеобразные, незаметные. Ну, вот. Так вот, такой момент. И второй вот очень характерное для Игоря Дятлова впечатление на меня произвело следующее обстоятельство. Когда мы прибыли в Кожин, там стояла пуля, понятно, уральская экспедиция, со своими самолетами. Мы к ним обратились, дайте нам карту посмотреть. Вы представляете, в то время не было никаких карт, только кроки у тех людей, или какие-то зарисовочки, которые удавалось сделать по фото. Вот, кстати, Коля типа Дрюнёв, он в каждом походе, у меня есть фотографии, как он останавливался, он сам рисовал. У меня целый альбом кров, который он сделал. Это фантастические кроки, которые на всю жизнь у меня сохранились, и они характеризуют его и талант, и его понимание этой проблемы, как он вот дальше еще. Петр Иванович, а еще можно маленький вопрос. А вот вы дрова в гору несете, а вы там костер на улице жгли или как? Дрова, которые вы несли из леса в зону гор, вы их как использовали? На улице топили очаг или как? Вот вы их несли в горы, правильно? Да. На открытую местность. Ну да, потому что там останавливаться надо где-то остановиться. На ночлег там. А для чего? Для печки или для костра? Для печи, для того, чтобы костер сделать, пищу сварить. То есть совершенно без действия, понимаете, не припаляя на Урал, а вот территория. За 10 километров да. Нет, именно. А если вот ветер на улице, как костер-то? Ветер нет, никакого дождика, нет ничего. То есть, вот я хотел бы про Дятлов такой эпизод рассказать, что когда мы прилетели в Кашим, там стояла валяна-уральская экспедиция, и мы попросили карту посмотреть, как-то 10 километров, чтобы они не летались самолеты. Ну тоже, что такое 10 километров вот в одном сантиметре? Ну что ты? Так они нам говорят, что вы увидите? Давайте, куда вам надо лететь? И куда вы идете? Туда, да. Так сейчас и пролетим. Посмотрите прямо ты. Сели вдвоем, они, потому что они всех-то не могли его куда. Они там тяжело какой-нибудь. Игорь Дятлов был. А Игорь Дятлов, простите, пожалуйста, что я тебе трогаюсь. Игорь Дятлов. Значит, полетели на самолете, говорит, надо посмотреть маршрут, чтобы вы хоть представляете, и как туда добраться. Вот они пролетели маршрут, и Игорь Дятлов, я поражен был на всю жизнь этим фактом. Он потом нас 3 дня вел по маршруту, и мы на этом не ошиблись. А почему так получилось? Нашу группу разбили, нас 6 человек было. Самолет
который взял, он говорит, мы проект можем перебросить на другую сторону. Да, вы сэкономите 70 километров, чтобы не по тундре идти, а, ну, более интересно, вдоль гектара по горам идти. Первых троих он забрал, самолет, возвращается, а закрыло облако, закрыло перевал. И на второй день, говорит, метеослужба сообщает, что перевал не откроется. И тогда нас троих забросили на самолете под перевал, а метеостанция с другой стороны. И вот Игорь-то пролетел, разведка, они полетели по 50 километров, он вел нас совершенно, ну, как говорится, как наизусть запомнил территорию, и мы там через 2 перевала прошли, и ни в одном месте не ошиблись. Понимаете, такой, да, фотографическая память, которую он обладал, это меня тогда на всю жизнь поразило. Такое. Ну вот еще, если есть какие-то вопросы, я сложно. Да. Очень много было вопросов, что начал вот этой печками висеть. Говорят, если она висит, то проходит, выходит, то тяги никакой не будет. Поясните, пожалуйста, как с этой печкой? Действительно жарко было ночевать? Ну, Расскажите, всё, как это было устроено? Да, ну. Палатка была внутри, натягивался стальной шнур. И печка висела на этом шнуре стальном. Ну, как-то там мы зажимали таким образом. А труба проходила вдоль всей палатки, и уже в конце, вот в этом месте, я сейчас не помню, где здесь вход, вот похоже, что с той стороны труба там выходила. Вот. Под ней мы спали, на трубе обычно оставалось и на шнур, потому что на саму трубу уже сгорит, носки сгорят, а там же еще трос шел. На этот трос мы все носки повесили, было всегда тепло и хорошо. А слушайте, раздевались на рубашке, да? Что? А раздевались там до рубашки или как? Ну да, мы спали, Слушайте, у нас были спальные мешки, спальные мешки, а, но один на троих. Да, один мешок на троих. Но спали мы там, вот, ну, как в Питере, конечно, спишь, но не в валенках, естественно. Вот, то есть, да, мы раздевались, и вот наружные штормовки, которые были, они тоже, а иногда обледеневшие, там они висели на тросике. И... То есть ключик под вечер. Да. А под вечер в середине получается. Да. Что жарит, да, и хватало закинуть. Что? Одного поленца, если закинуть, на какой срок хватало? На час, на 2, на 1,5? Попили всю ночь. Понятно. Дежурные даже у нас были, которые Не спали, не он спал и должен был подкидывать дровишки все время. Но это зависело от температуры. 20 градусов мы не топили печку. Минус 20, естественно. А вот когда доходило уже ниже 30, а там были морозы до 50 градусов, мы топили. Только топили. Технологически. И что у вас, Виктор Иванович? Вы же многих дядовцев знали, да? Игоря Дядова, фото Тимур. Да. Многих знали. Можно два слова каждому? Вот какой вы, как человек в жизни, в общении, весельчак, строгий. Ну, Коля Тимофей Дружай, но... Как есть? Конечно. Вы знаете, с иностранной фамилией в те времена жить было трудно. Опасно. Поэтому мы в этом отношении были, у нас свои разговоры были на эту тему. Но он был весельчак колоссальный. Здесь нет фотографий, а может быть, мы пропустили, когда он хохмил, как говорится. И вот в этом он отличался от всех нас, что он был человек с огромным юмором. С огромным юмором. И вот мы по ходу идем, мы все остановились на привал, ну, что-то мы раздеваемся, там кто-то попить пошел, там и так далее. Он садится и в это время рисует кроки, понимаете? Я мог бы показать вам кроки, которые у меня хранятся, сделаны Игорем Виньером. Это просто фантастика, как удивляются современные картографы, как это точно было сделано. А Рустем Слободин, каким был человек? Рустем Слободин. Рустем Слободин. Рустем Слободин очень интересный человек в том смысле, что он, казалось бы, замкнутый немножко. Немножко замкнутый.
Но это трудяга невероятный. Вот в любых условиях он никогда нельзя было заметить, что он халтурит там или как-то нацеливается. Он все время в работе, все время работает. Зимой поставить палатку, это уже большой труд. Дров надо рубить, все это сделать надо было, понятно. Но этот трудяга и очень доброжелательный человек. В частности, я вам показал эту картину кошки, да? Вот удивительные кошки, которые, к сожалению, не сохранились, нам позволяли вести по перевалам и на комнате большой, не задумываясь. А Юру Дорошенко вы знали? Юру Дорошенко я знал, просто как знал. То есть это Понятно. была туристская секция, мы встречались на секции. Кстати, в то время в Убире каждый поход остался отчетом, обязательно сделал. Надо было сделать доклад, рассказать, какие-то фотографии показать, и как прошел поход, какие были случаи, там иногда и были аварийные ситуации. Вот про Люду Дубинину, скажем, допустим, совершенно не имеющие отношения к этому походу, где она погибла. А мы были с ней, это событие произошло в Саянах, ну, в летнем походе. Нечаянно, ну вот бывают такие случаи, нечаянно ее ранили. А охотник, Володя Ведерников, шел, и у нас была собака, муха, которая делала стойку, если она чувствовала, ну, по запаху, что тут есть белка. Он шел с мелкокалиберной винтовкой. И раз собака сделала, муха ее звали, сделала стойку, значит, тут где-то есть белка. А он ее не видит, эту белку, и решил стволом так вспугнуть ее. Ну, да. И с 50 метров от этого чуть-чуть повыше сидела, ну, мы все сидели, да. И ей попал на, ну, как грудь, да, или что, ну, мелкокалиберная винтовка, пуля, да, все-таки пуля попала в ногу. Ну, все кончилось благополучно, но в тот-то момент там дрожь идет и все такое. И она не могла идти. И мы 70 километров несли Люду на носилках. Постоянно это был летний поход. Но она, вот такой человек железный, мы думали, что она страдает, она страдала не от того, что ей больно, она страдала от того, что мы маялись. А она как бы отдыхает, а мы на силках. Вот она переживала, что вот, доставляет пехоту. Да. Так, ну, Скажите, пожалуйста, а вот если есть вот костер, вы находитесь у костра, можно там замерзнуть, если больше ничего нет? А Нет. костер у тебя есть. зачем замерзать в костре? Нельзя замерзнуть? Да многие люди, иногда вот здесь нету Сереги, Сахвина, они только так и делали, ноги, есть такой костер, ноги называются. Может быть, слава. А ведь у них же был костер. Вот их нашли около костра, там же был костер. Скажите, пожалуйста, Что? вот ну, когда их нашли, они же были около костра, там был костер, недогоревший. Нет. А почему не замерзли тогда? Мы сейчас какую тему обсуждаем, почему они погибли? Ну, нет, ну вы сами сказали, что замерзнуть около костра, даже вот в таких условиях, вот как я вижу там, хотя я там никогда не бывала, невозможно около костра. Нет. Правильно? Невозможно. А Да. почему тогда они замерзли? Почему они погибли? Я считаю, ну, для меня это дискуссионный, конечно, для многих вопрос. Я считаю, что вдохновенное воздействие. Что заставило их выскочить из палатки? Потому что я был на поисковых программах, следы они остались. Они остались как явный пример, что здесь на следы убегающих людей замерзли. А когда это происходит? Когда теплый, немножко помокший снег, его придавили, а потом мороз свое дело сделал, и вот этот след остался. Я даже продемонстрировал, по-моему, кадр. То есть они замерзли по другой причине. По какой причине, если они выскочили на дешевый, что там, они же выскочили из палатки, когда они укладывались спать.
выскочили, как они есть. Что заставило, весь вопрос, что заставило их выскочить мгновенно? Я абсолютно убежден, что это только техногенное воздействие. Лавины никакой там не было, и место это совершенно плоское, и эти разговоры это бесполезны. Но многие люди настаивают, что это лавина заставила убежать. Это не может быть. Техногенное воздействие какое-то. Как это происходило, это трудно сказать. Ну, что-то падало, а может быть они задыхались, потому что азотно-кислые, если не выбросы из этого клетки, допустим, то это тоже неприятно, но люди задыхаются, значит, дышали. Ну, не знаю, я вот подробности не могу сказать, что я специалист в этом. Я только могу сказать, что то, что это техногенная причина, заставила их выскочить из палатки и бежать. 1,5 километра бежал. Пешли 300 метров до места. Это на поисковом проводах зал просто. 2 метра все А было. вот когда нашли палатку, в ней печка была с поленом, да, в палатке. В палатке, да. А как же тогда спать в палатке, если там печка стоит? Что стоит? Печка. А то печка, печка, какая печка? Она Это стояла. Вон, в разрезе она, ну, чуть-чуть побольше, конечно, вот такая. Виктор Иванович, имеется в виду, почему она не зажженная была, не использовалась. Вы же сказали, что Что-то они их спать. заставило бежать, что-то заставило их бежать из палатки. Вот в чем было. Виктор Иванович, нет, стоп. Люди когда раздеваются? Когда печка, правильно? Да, Есть печки, люди раздеваются. конечно. А почему они раздеты, а печка не Не работает. Да, не работает. Парадокс. Ну, я прямо скажу, что мы очень часто печку ставили, ну, вернее так, печка стояла в углу, поставили ее, над собой ее, не поставили, но не зажигали, потому что у нас печки позволяли температуру минус 10 градусов, минус 15 спокойно. То есть вы хотите сказать, не холодно тогда было, когда они... Не холодно было, поэтому, значит, печка была не зажженная, и все.